Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание сглазу и порче. Поговорим о нашем одном из самых действенных помощников, о молоке. А знали ли вы, на что способно молоко? Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для каждого человека. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Молоко у наших предков было в таком же почете, как и хлеб. И это был один из самых основных продуктов питания. Молоко содержит в себе достаточно сильную положительную созидательную энергетику. И используя молоко, вы можете избавиться от порчи и сглаза. Потому что именно молоко помогает в защите от негативных сил и негативных программ, а также приносит спокойствие. Существует, конечно же, порча разных видов, и снять ее можно также разными способами. Одним очень действенным способом является использование молока. Скандалы, частые ссоры в семье могут быть связаны с наведенной порчей. Раньше их не было, а теперь день через день идет выяснение отношений в вашей семье. Такой вид порчи обычно наводят через еду во время праздников или через какие-то личные вещи. После такого вмешательства и появляются в семье разногласия, недомолвки и упреки. И в какой-то момент жизнь в такой семье становится невыносимой. Если у вас все это начало происходить, то срочно нужно избавляться от такого негатива в доме. В таком случае молоко может оказать достаточно вам действенную помощь. Для этого нужно купить на рынке пол-литра молока, не торгуясь и не забирая сдачу. Обращаем ваше внимание, что молоко должно быть настоящее, а не пакетированное и не купленное в супермаркете. Придя домой, вскипятите это молоко. Когда оно немножечко остынет, добавьте в него щепоточку соли. Мешая его по часовой стрелке, говорите следующие магические слова. В молоко соль всыпаю, спокойствие в дом зазываю, от негатива его избавляю. Затем нужно разлить молоко по чашкам и выпить вам и вашей половинке. Если же по какой-то причине ваша вторая половинка, то ли это муж, то ли это жена, откажется пить такое молоко, то его можно добавить в чай или в кофе. И пройдет 2 недели, обязательно это нужно повторить. Сглаз может носить непреднамеренный характер. Не имея в мыслях ничего плохого, человек позавидовал вашим успехам или хорошим, добрым, теплым семейным отношениям. Как же это отразится на вас? Вы можете интуитивно почувствовать, что удача вас оставила. У вас появились проблемы различного рода, а деньги утекают как вода через сито. В такой ситуации вы можете использовать молочную сыворотку. Это очень сильное средство от сглаза. Каждое утро в течение недели выпивайте по 3 ложки сыворотки, добавив в него немножечко мускатного ореха. Мускатный орех, девочки, мальчики, продается у нас в отделе со специями или продается на рынке, где продаются всевозможные специи. Поэтому добавили немножечко мускатного ореха. И перед тем, как выпить, проговорите следующие слова. Сыворотку выпиваю, от сглаза себя избавляю. Спустя неделю вы почувствуете, что изменения в вашей жизни происходят только в лучшую сторону. Если отношения стали желать лучшего, попробуйте вернуть их таким способом, приготовив молочный напиток.
Возьмите пол-литра молока, вскипятите его, чтобы на нем появилась пеночка. Затем добавьте в него на кончике чайной ложки ванильного сахара и на кончике чайной ложечки порошок корицы. Данный напиток нужно выпить вам и вашему любимому человеку. Вы должны выпить все. И вместе с выпитым напитком вернутся былые чувства, а в семье снова будет мир и любовь. С помощью молока вы и себе можете вернуть душевный покой, хорошее настроение. Для этого вам нужно взять стакан молока, положить в него 1 чайную ложечку меда, размешать деревянной палочкой или ложкой. Это очень важно, чтобы в этой практике именно была деревянная ложечка или палочка, то есть главное не металлическая. И когда вы будете мешать, представляйте себе, что что-то хорошее, приятное приходит в вашу жизнь. В этот момент ни в коем случае не думайте о чем-либо плохом. Далее поставьте стакан на подоконник и пусть он так простоит целую ночь. А утром содержимое вылейте со словами: молоко с медом стояло, весь негатив вобрало, его выливаю, спокойствие к себе возвращаю. Так как молоко очень важный продукт, то вы знаете, с ним связано и много народных примет. Если у вас свежее молоко постоянно прокисает, то вам на это нужно обратить особое внимание. Потому что значит, в вашем доме полно негативной энергии. И вам нужно срочно принять меры по энергетической чистке вашего дома. Либо в дом повадился ходить человек с негативной энергией. А вот пролитое на стол молоко предупреждает о нежданных и нежелательных гостях, о сплетнях, о каких-то нехороших разговорах за вашей спиной, о конфликтах с коллегами на работе, а пролитое на землю о внезапной далекой поездке. Если на стол пролилось несколько капель молока, то неудачи будут незначительные, а вот если много, то серьезных проблем не избежать. Хорошей народной приметой считается, если пролить молоко на порог. Это означает, что вас ожидает успех в работе, в какой-то удачной сделке. И также это говорит о том, что в вашей жизни в скором, самом ближайшем времени наступит светлая полоса. А если в пролитом молоке пузырьки, то ждите прибыль. Возможно, ваш труд оценят по достоинству, и вы сможете получить даже премию. А вот убежавшее при кипячении молоко предупреждает вас о неприятных гостях. Если оно оказалось на полу, то это к более серьезным проблемам, к домашним конфликтам. А если оно оказалось на вашей одежде, то вам здорово повезет в финансовом плане. Выходя из дома, если вы облились молоком, не нужно огорчаться, потому что это к везению и удаче на протяжении всего дня. Если молоко свернулось во время кипячения, то это к неожиданности. Правда, это может быть как хорошая, так и плохая неожиданность. А если перевернулась емкость с молоком, а еще и намочилась одежда, то знайте, что это к удаче, а в доме будет спокойствие и благополучие. Если вы, наливая молоко в чашку, вы перелили его через край, то знаете, что вас ждет крупная финансовая прибыль. И вы знаете, все эти, казалось бы, народные приметы, которые передавались из поколения в поколение, и да, они не просто так были написаны. Вы должны понимать, что эти народные приметы действительны и только тогда, когда они происходят случайно. Ни в коем случае не делайте ничего специально с молоком. Все это будет иначе иметь противоположный эффект. Прислушивайтесь к этим советам и используйте их для своего блага. Также всегда используйте молоко для того, чтобы убрать с глаз, убрать порчу с ваших отношений и вообще с вашей жизни. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации были для вас полезны и важны.
С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, проверьте, включен ли колокольчик, все уведомления. Также обязательно ставьте лайк этому видео. Таким образом между нами происходит энергообмен. И обязательно поделитесь этим видео, кто действительно нуждается в этой информации и в проведении вот этих таких вот, казалось бы, простых практик. Мы надеемся, мы помогаем. Соответственно, давайте вместе друг другу помогать, распространять, чтобы как бы можно больше людей стали счастливыми, богатыми и здоровыми и удачливыми. Мы вас всех любим, целуем и услышимся уже в следующем видео.